Привет! И сегодня работаем с фрезером. Все мы любим с утра взбодриться чашечкой ароматного кофе или чая и перекусить вкуснейшим во всем мире бутербродом. Но нести чашку в руках как-то не по-английски. Что ж, сделаем красивейшую подставку. Берем мебельный щит толщиной 18 мм. Вооружаемся линейкой и карандашом. Включаем фантазию и в произвольной форме чертим место для чашки и наших бутербродов, конфет или печенья. После того, как разметка контура готова, в центре круга сверлим отверстие на 9 мм. Для снятия лишнего основного слоя используем пазовую фрезу. Ставим ее во фрезер ищем нулевое положение и на шкале глубины ставим 8 мм. Это же сверло ставим в специальное отверстие во фрезере. Таким образом, за счет упора мы можем сделать ровный полукруглый паз. Смотрите, как все просто получилось, даже не осталось мелких заусенцев. Теперь нам нужен параллельный упор, только с острым наконечником. Ставим наконечник в центр круга, и таким образом это позволит сделать второй полукруг. Убираем опор и теперь можем фрезеровать серединку. Не волнуйтесь о погрешностях, позже они все равно зачистятся. А вот круг можно сделать руками. Главное никуда не спешить и аккуратно пройтись по краям. Пазовой фрезой вырезаем место для чашечки чайной ложки. А вот для ее ручки сделаем небольшое углубление с помощью фрезы для дерева из карбида вольфрама. Ставим ее на гравер и делаем плавный скос. Теперь меняем на прямую фрезу. Ставим 4 мм и проходим по линии расположения ручки ложки. Чтобы не использовать лобзик, этой же резьбой можем вырезать контур в 2 или 3 прохода. Если не хватает длины фрезы, можно сменить на более длинную. Все очень и очень просто. Осталось зачистить края и остальную поверхность. Для этого используем зачистной круг. Лепим на насадку и чистим края. Теперь будем фрезеровать кромку по периметру. Для этого у нас есть вот такая кромочная фреза.
Благодаря наличию подшипника фреза легко пойдет по контуру. Для зачистки недоступных мест для шлифовальной машинки используем гравер с различными насадками. Последние штрихи шлифовки и приступаем к защите изделия от влаги и других негативных факторов. Сначала покрываем лаком с нижней стороны. Теперь берем 4 канцелярские кнопки и вжимаем в 4 угла. Таким образом можно сразу же перевернуть и красить другую сторону. Краска подсохла, и обратите внимание, какой глянец приобрела подставка. И теперь в таком виде можно сервировать. Думаю, каждой девушке будет приятно получить такой завтрак, да еще и с такой подачей. А нам будет приятно, если вы подпишетесь и поставите лайк для продвижения нашего канала. Надолго не прощаюсь, увидимся через неделю.